Если мы вот попробуем... Хотя, давай так, это как аналитик. Да, Как верующий человеку, старец Филофей сказал, что в Рима подоша четвертому не бываешь, так что я считаю, что этот сценарий так или иначе не состоится, но логически, разумеется, любой исторический субъект, то есть мы должны понимать, что большая часть исторических общностей, они вообще-то исчезли. То есть просто посмотрите на список исчезнувших племен, народов, государств, династий, царей. Поэтому если мы честны с самим собой, мы понимаем то, что если мера беззакония наши переисполнит чашу любой целостности, то исчезнем. Да? Вот это вот фундаментальный это часть подхода к анализу. Да. я просто почему вам задаю этот вопрос. Недавно вышел товарищ Буданов, и, ну, это как Мгм. бы я хочу с вами обсудить эту тему, а потом Ну, давайте. подведем итоги опроса. Очень много вопросов люди пишут. Пожалуйста, друзья, Мгм. поставьте лайк, не Отлично. забудьте. Очень интересно тоже с вами пообщаться, поэтому, ну, не только по этому поводу вообще. Буданов выходит Да. и заряжает очень, мне кажется, важные вещи. Значит, я Да. даже, с вашего позволения, простите, пожалуйста, я опираюсь тут на текст, не хочу сильно долго. Короче, он призвал, ой, господи, молиться за Зеленского. Значит, цитирую: «Все молятся за Украину, за президента, за просто Украину, за наш народ. В храме, который является крупнейшей православной святыней в мире, и именно здесь, в Украине, пока он стоит, и Украина будет стоять. Святые отцы молятся, все будет хорошо». Ну, послушайте, это все, еще раз говорю, это крупнейшая Да-да-да-да. православная святыня. Она здесь, в Киеве. Она пережила, ей почти 1000 лет, и еще перезимуем, и нас переживет, и всех остальных. Украина — это богоизбранный народ. И среди славян он точно богоизбранный. Поэтому мы все стоим и будем стоять. Отсюда все пошло, все православие пошло к славянам именно отсюда. Никто этого изменить не может, как бы ни пытались. Простите, я сбиваюсь, это такой текст. Ну, то есть это текст, это то, что он говорил. Значит, понятно, что за Украину надо молиться, за Зеленского надо молиться. Про народ, конечно, не забыл. А, что бы вы сказали насчет этого? Это вот продолжение той истории о том, что мы тут самые крутые славяне, а вы, как бы, все остальные нам завидуете, от нас произошли. И тема богоизбранности какая-то, ну, очень она как-то а, конфликтно звучит в этой ситуации, в этом контексте. Нет, почему? Она все очень... Давайте так, просто по порядку разберем, раз уж вы принесли. Конечно, разумеется, в каждом из таких, скажем так, выступлений надо разбираться типа по тексту, и тут просто каждый тезис является ложью. Я не знаю, все, кто молится за Украину, все ли они в одной комнате с Булановым находились, наверное, в этот момент. Ну, кто? Пустые церкви Украины молятся, да? В которых нет монахов, да? То есть, это просто для понимания. Святые отцы, чьи мощи проданы на торгах, и ни один из них, которых себя украинцем не называл, молится за Украину, да? Этого ничего нет. То есть, никто не молится ни за Украину, ни за его президента. Нет, ну, разные протестантские, так сказать, объединения, может быть, но если говорить о православных церквях, нет. Дальше чисто фактологически. Как бы я не ценил подвиг отцов печорских, да, но это не крупнейшая православная святыня. Если вас интересует крупнейший православный храм, он сейчас вообще-то в Румынии находится. Третий, там, потом храм Христа Спасителя идет, Святой Сава в Белграде, больше. То есть, технически неверный тезис. Дальше, в чем можно согласиться, что Лавра переживет и этих, как говорится, вот именно, но и этих, да, то есть, вот пытаться приписаться к традиции Святой Лавры, человеку с красными ниточками на руках и поклоннику Виолетты Фэншуй, это, конечно, тоже доставляет особый, так сказать, сатанинский цинизм. А базовый тезис очень простой. Понимаете, это часть священной войны, идет священная война, и сатанинским силам, не случайно Зеленский как бы будет участвовать в параде, украинские части будут участвовать в параде во Франции, когда в этот бес
масонской революции был выпущен окончательно наружу. Вот, собственно, с тем война-то она и идет. Но Лавра, святые отцы, скорее всего, его переживут. Киев затопят, если окончательно осквернение места будет допущено, как предупреждают. А вот Лавра должна остаться. Ну, по крайней мере, так писали святые отцы в пророчествах. Тут, как бы, может быть, этого нам знать не дано. А так просто каждый тезис этого выступления является ложью. То есть, если вот мы можем идти по пунктам, ну, часть из которых я просто, простите, я не держу их всех в уме, но вот часть из того, то, что вы сказали, они просто являются ложью. Они являются попытками придать себе больше веса в глазах смотрящего, чем у них есть, но и попытка, вот, помните, в Откровении есть такая важная строчка «мерзость запустения на святом месте». Вот это, конечно, не мерзость запустения с большой буквы, это все-таки будет в Иерусалиме, но это вот мерзость запустения на святом месте с маленькой буквы, можно сказать так, прообраз, да, подобно тому, как те же французские революционеры в Нотр-Дам-де-Пари после его разграбления поставили статую богини разума вместо святого алтаря. Вот это действие из того же рода, движимое тем же духом абсолютно, и точно так же оно будет посрамлено, силой русского оружия в том числе. Ну, я думаю, то есть это если мы находимся в святой логике. Свято место поругаемо долго не бывает, а попытки объявить себя богоизбранным, тут еще можно спросить, каким богом, да? То есть если богиней Мавкой, то пожалуйста, или каким-то рогатым, то тоже очень хорошо. Но во всех остальных, скажем так, контекстах нам все понятно. Ну, условно говоря, богом Коновальца, Шухевича, Бандеры и прочих, наверное, да. Но как это там же заканчивают они все очень определенным образом. Ну, вот это, конечно, тоже очень интересно, да. Да, и сегодня у меня был эфир, и периодически есть такие обсуждения вот эти. Ну, так в России ж там выборы. А в Украине? Не, в Украине нельзя, вы что? Получается, у нас есть Зеленский, который опять меняет там Кабмин, туда тасует все, который попал... Это Константину Бондаренко. Смысл, это я не знаю. Я не о том. Который там всех тасует, который там пытается. Но его мы не выбираем, его мы не ругаем, ибо нельзя, придут, нахлобучат, он какой-то там на Майдане чего-то через лавочку прыгал, мужик блок снимал возле... Все, пришли, СБУ, киберполиция, добрый вечер, там, да, теперь как бы от них будет отделываться, или кто-то, кому-то не нравится что-то из идеологии. То есть Зеленского... Слушайте, мы уже, я недаром вспомнил Олеся Бузину, простите, да, есть... раба Божьего Бузину, то есть вот что будет со всеми, кто на территории Украины будет пытаться что-то То есть говорить. Зеленского не ругаем, не выбираем, не обсуждаем в плохом свете, только хвалим и молимся за него. Да. Но проблема, и соглашаясь с тем, что вы сказали, тем не менее, главная проблема-то не в Зеленском. Проблема в том, что никакой реальной альтернативы по духу и по смыслу, который Зеленский в себе сейчас воплощает, нет. Я не знаю, может быть, для кого-то будет большое утешение, что теперь что-то дух будет воплощать Залужный, а не Зеленский, но с точки зрения историософии разницы никакой. Если движимые вот этим духом, о котором мы уже много всего сказали сегодня, итог будет такой же. К сожалению. Я не знаю, нужно ли делать отдельный дисклеймер, что это я говорю без радости всякой, но, к сожалению, если мы понимаете, есть тоже такое, в Ветхом Завете есть очень четкое, скажем так, предупреждение, откуда идут многие беды для народа, да? И идут эти многие беды для народа, когда те, у кого долг предупреждать, как мы сегодня сказали, заниматься прогнозированием и анализом в том числе, вместо правды говорят приятное. Угу. Вот, и народ хочет, чтобы ему говорили... И второй тип греха, что если народ при этом еще хочет, чтобы ему говорили приятное. Москва сгорела целиком. Будет, да. Крымский мост рухнул. Крым опустел весь, да, всех убили, а кого не убили, убили еще раз, вот это все. Беда в том, что народ хочет, чтобы ему, в кавычках, предсказывайте нам приятное. Вот пока он хочет, чтобы ему предсказывали приятное, а не правду. Вот вы хорошо перечислили эти магические заклинания. В Анкаре сработали, да? Опять-таки, но для кого, да? Пока вы не поймете, что вот эти заклинания единственной своей целью служат, чтобы вы, не замечая того, несли свою кровь на алтарь вот этих языческих бесов, это будет продолжаться, к сожалению. К сожалению.
Итоги опроса сегодняшнего. Значит, где главная угроза Зеленского? 14% Вашингтон, 20% Москва, 28% одноэтажная Украина, имеется в виду народ, да, которого все равно боится Зеленский. Ну и побеждает вариант 38%, это все-таки Лондон. Если что-то с Лондоном не так, то как бы это Ну, то есть у нас нет до конца понимания, где конкретно сидят эти люди. Но, судя, можно, я думаю, Вашингтон и Лондон можно суммировать, ну, вот в таком ключе, да. То есть, вот, примерно оно понятно. Про Москву тоже не согласен, потому что, опять-таки, если есть какой-то такой большой особенность российской власти, она очень рациональна. С рациональной точки зрения господина Зеленского надо задувать пылинки. Есть вопросы по его окружению, там эффективные политики встречаются. А вот господин Зеленский, конечно, является очень ценным человеком на своем месте, который, как, ну, помните, собственно, по Путину принадлежит эта фраза, а вдруг умный следующий, а вдруг следующий умный будет. Вот примерно такая. Ну, так тоже нельзя как бы самооблучаться этим нарративом. Ну, вот, смотрите. Нет, я вам объясняю их логику. Шли, то, что почему от Москвы не будет. И пришли к чему? К тому, что очереди, долетает бог знает куда, операция «Паутина-2», которая там сегодня провалилась, да, то есть ФСБ там рассекретили, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Этих всех проблем не было еще год назад. Это же не от Зеленского зависит, это же вообще не от Зеленского. Я думаю, все эти операции вообще, ну, простите, курируются людьми из агентства на 3 буквы, которые вообще не в Киеве находятся, да, а это та эскалация, на которую Москва пока считает избыточной. Поэтому это не про Зеленского, просто примитивно к вашему вопросу. Это не про Зеленского. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Да, режим Блиц, вопросов много, постараемся все успеть. Еще раз, если какие-то вопросы где-то, и вы хотите быть с Павлом на связи, все ссылки на YouTube, Patreon, Telegram, закрытый Telegram в описании к этому видео, милости прошу. Поехали. Друзья, значит, начнем с клуба зрителей Шелеста. Здесь вот такие вопросы для вас. Марк, здравствуйте, Павел. Я со многим с вами согласен, и мне кажется, действительно нам нужно самоопределиться. Я одессит, 2 года в Германии, только недавно понял, что я не россиянин, не украинец, я русский. У меня была ситуация, когда мы тут жарили шашлыки с молдаванином и белорусом, и пристала к нам наша украинка. То до нас, то до них. Говорила, что если белорус не будет танцевать под украинскую песню, то ему плохо будет, ну и так далее. Но когда она ко мне пристала, кем ты будешь, я просто сказал, что я русский, и не поверите, она тотчас же отстала и пожелала удачи и больше к нам не приходила. Неужели эти рогули боятся тех, кто осознал, кем он является? Ну, ложь всегда боится правда, если кратко. Да, то есть свет и во тьме светит, а тьма не овладевает им. То есть, если кратко, то тьма всегда боится вот этого, пусть даже одной искорки света, ну, подобно звезде, представьте, темное-темное небо, да, и на нем там одна звезда светит, и все, и что вот в темноте с ней делать, поэтому... Вообще современный мир, и здесь не только про русских на самом деле, все виртуальные идентичности, они все боятся правды. Ну, условно говоря, в мире, там, допустим, людей, которые считают, что они другого пола, чем кто они считают, когда они встречают человека, который вот говорит самые простые вещи, такие последовательно, то очень сильно пропадает. Ну, там 2 реакции. Либо уже конкретный всплеск агрессии, ну, там уже, понятно, переход к группу классу, то есть такое сатанение, либо уход, если физическое действие не является возможным. И это... Вот это, знаете, вот эта простота, которая может срамить мудрых, вот пример такой истории. Ну, для меня. Светлана, добрый вечер. Александр, Павел. Вопрос Павлу. После взятия Двинска и Пскова в 18 году немцами в период наступления Германии на Советскую Социалистическую Республику Ленин писал: «Горький, обидный, тяжелый, необходимый, полезный, благодетельный урок. 3 вывода сделает сознательный, думающий, рабочий из этого исторического урока. Первое. О нашем отношении к защите Отечества и обороноспособности страны. Второе. Об условиях нашего столкновения с мировым империализмом. Третье. О правильной постановке вопроса о наших отношениях к международному социалистическому движению». Какие, на ваш взгляд, 3 вывода должен сделать сознательный, думающий гражданин России, исходя из текущей ситуации СВО на 5-й год? И какие 3 вывода должно бы сделать правительство России? Спасибо за ваше участие в эфирах Александра и ваши мысли. Ну, в принципе, это одни и те же выводы. Самый главный вывод, что договориться не получится.
Да, то есть вот то, что как раньше оно не будет, а будет как всегда. Что мир недостижим без победы. Это второй промежуточный вывод. Поэтому вместо того, чтобы преследовать мир, придется преследовать победу. А третье, что коня готовят для битвы, но победа от Господа. И пока ты не вспомнишь, кто твой Бог, каково твое имя и зачем тебе нужна эта победа, то и победы у тебя не будет. Мгм. Так, хорошие выводы. Продолжаем. Алексей спрашивает Харитонов. Добрый день. Считаете ли вы, что решение еврогосударств выгонять сбежавших от войны украинцев назад на войну, на смерть, это обыкновенный геноцид? Ну, это часть. Да? Ну, опять, если вы... Господи помилуй. Понимаете, что с точки зрения нормальной Европы православные люди с украинских земель такие же русские. Поэтому это часть русского народа, которая под технологиями массовой одержимости убивает другую часть русского народа. Не-не-не, Поэтому это часть... подождите, русских из Европы Я... не выгоняют. Ну, Ну тонкий да. момент. Их выгнали заранее, их уже почти там не осталось. Да? Подождите, хватает по Да ладно, Европам ага, россиян. хорошо. Ну, их не Ну, выгоняют. кстати, их не так много. Ну, давайте сравним численность. Я думаю, их сильно меньше. Честно, не знаю, не исследовал этот вопрос. Но базовый тезис о геноциде, просто он начался не сегодня, да, уж простите. 5 лет игнорировать вопрос в прямом смысле работорговли вот в стране, стремящейся, идущей европейским шляхом, это ж не вчера началось, да? Если вы... Ну, то есть, если у Европы не было никаких проблем с ТЦК и никаких проблем с работорговлей украинскими мужчинами, то почему вы взяли, что у них будут проблемы с высылкой этих самых украинских мужчин? Да? То есть, здесь как раз Европа внутренне последовательна, просто... Ну, для нее это удобно. Я же тоже, поймите, Европа будет циничной. Часть вот этих боевых холопов, которые ей полезны, она оставит у себя. Самые там производительные, продуктивные и прочих. А вот тех, кто не смог интегрироваться или слабые, тех, да, повыгоняют. Ну, как биореактор должен работать, как говорит тот же Семен Уралов. Это правда. Евгений, как Павел оценивает статью Мельниченко в «Экономисте»? Подобная партия мира имеет шанс повлиять на курс России? На курс нет. Напомню, Мельниченко – это большой предприниматель, олигарх, его публикует «Экономист». Не, ну статья в «Экономист». Ну, вы думаете, то, что статья в «Экономист», который, простите, является рупором британских масонов и Ми-6, статья появляется просто так, это понятно, что это нормальная часть разведигры, когнитивной спецоперации по усилению активов партии мира внутри, с их точки зрения, России. Как это работает в логике нормальной Ми-6, обещаю, точно ничем не отличается от логики господина Филатова в 2014-м. Обещайте им что угодно сейчас, а вешать мы их будем потом. Но поэтому влияние этой статьи оказалось очень слабым. Ну, если краткий момент, вот этот тезис о том, что вот эта мечта о том, что договоримся, спасибо в том числе господину Трампу с Ираном, очень сложно. Да? То есть, если мы посмотрим на общее количество заявлений высшего российского русского руководства за последние недели, мы видим определенный вектор. Простите, когда у вас Песков говорит о войне, а не о мире, это уже уж какой-то радикальный показатель. Когда Лавров говорит о том, что все, дверь для переговоров захлопнулась, это тоже показатель. Вот это реальная вещь. Поздно. То есть, эффект этой операции был бы очень силен в 22-м. Прямо скажем. Это было бы прям очень сильное оружие. Сейчас сильно меньше. Но тут нужно понимать, с точки зрения хозяинов «Экономист», опять-таки нормально, они идут по модели успеха. И с их точки зрения победить Россию на поле боя у них никогда не получалось. Но, например, получилось провести спецоперацию в феврале 17-го, потом в октябре 17-го, вторую спецоперацию, потом в 91 году тоже получилось спецоперацию. Ну, странно ожидать, что они не будут пробовать провести еще одну спецоперацию. В рамках этой спецоперации вот публиковать такие, скажем так, когнитивные атаки, когнитивные волны. Но, опять-таки, здесь... У меня, конечно, широкий спектр источников самых разных позиций, но какого-то сдвига, знаете, что вот эта статья прибавила силы голосам партии мира, я не заметил. Да, в России крепнет раздражение, определенно это я замечаю, но это раздражение крепнет не в сторону мира, а в сторону «да добейте вы их уже». Вот это я чувствую изменение
скажем так, нарастание давления с этой точки зрения гораздо больше, а не с точки зрения того, что пишет господин Мельниченко. Мгм. Так, сообщество YouTube, переходим сюда. Значит, Синяя Борода спрашивает. Павел, скажите, наблюдается апатия к режиму Зеленского от партнеров и поддержка увядает день ото дня. При этом режим Путина тоже рассыпется вот-вот. У вас вопрос. Разгон этой риторики – это что? Благодарю, всем добра. Так, то есть это меня спрашивают именно про риторику, Да, да? Ну, да. смотрите, это базовая биполярочка, которая с первых... Так, какой первый дней? Она уже там, по-моему, лет 10. Напоминаю, в рамках этой базовой доктрины медиа-нарратива Путин одновременно всемогущий интриган, который ответственен буквально за все нехорошее, что происходит в мире, но при этом это слабый политик, который от страха трясется внутри своего бункера. Вот как эти два тезиса должны соединяться в одной голове, я не знаю, но вот они последние, повторюсь, лет, по-моему, 15 существуют, и, как мы видим, уходить никуда не собирается. Да, то есть, это часть вот той же самой нарративной медиа-игры. Насчет поддержки господина Зеленского, ну, то есть, понимаете, это же... Вопрос опять не стратегии, а тактики, да, то есть, ну, где-то ресурсов, ну, определенная эффективность, перевод на подножный корм, да, с точки зрения США классическая вьетнамизация, да, сами, нам все прибыли, а вам все убытки. Но вот пока мы видим, Европа все равно большую часть замещает, то есть на войну хватит. Возвращаясь к вопросу о геноциду, да, ресурсов на поддержание социальной инфраструктуры, пенсионеров, вообще, чтобы в Украине не было, например, эпидемий, голода, массовой дизентерии. Вот это все такими темпами зимой нам скорее предстоит. Ну, в условиях начавшейся инфраструктурной войны, да, мы понимаем, какая будет зима, если она не остановится, а причин останавливаться для нее нет. Ну, вот это да. Но это вот тот анекдот про Вовочку, который, простите, я рассказал в самом начале. Да? Главное, чтобы было наоборот в каком-то смысле, понимаете, в садистском смысле, вот с точки зрения логики геноцида, так даже чем хуже гражданскому населению Украины, тем лучше Западу. Это, во-первых, народ из холодных квартир побежит на улицу, а его там ловить проще. К тому же ТЦК. Знаете, не надо в дверь стучаться сами, так сказать. А во-вторых, банальная логика. Вот у тебя выбор: замерзай там условно в своей квартире сам, либо вот, пожалуйста, в армии хоть тепло и кормят. Это, ну, я не говорю, что это... Я говорю о том, что такая логика в рамках этой геноцидальной логики очень, так сказать, хорошо ложится. Я просто, понимаете, я тоже много раз, когда анализировал эти ситуации по поводу, что действительно, а где работать, да, а чему учиться? А тут тебе и деньги заплатят никакие хорошие, и вроде как ты родине служишь, и у тебя моральный есть какой-то, и всех погонят в армию. Но я постоянно, вот когда мы обсуждали вот эти middle страйки, вся вот это, вот смотрите, били, уничтожили там все, ну и что? Баллы. Да, за Е-баллы, да, уничтожили, а потом так выходит советник сегодня и говорит: ой, теперь все, что на 100 километров от фронта, маломальские склады, грузовики, стоянки, что не все, АЗС, будет уничтожаться Россией. Готовьтесь, украинцы. И ты так сидишь и думаешь: а подождите, вот я украинец, да, я не на территории Украины, а я вот прям сижу и готовлюсь. А как? Ну, то есть, это какой-то абсолютный переворот башки. Понимаете, к сожалению, иногда коллективная мудрость интернета оказывается лучше, чем все большие философские прогнозы. Есть уж, простите, такие знаменитые теоремы Тарана, которые я очень рекомендую ознакомиться украинской части аудитории. Вот одна из теорем Тарана звучит: все то, что украинец пожелает москалю, он получит в двойном объеме. Хотели мидл-страйки, получите мидл-страйки. Вот этот, универсальный принцип работает безотказно вот на протяжении этой войны. Понимаете, но вопрос в том, что руководство Украины, это важный момент, это все устраивает, да, а население Украины пока еще, простите, причинно-следственные связи. Ну, кстати, я замечаю, не знаю, может быть, вы мне здесь лучше даже подскажете, я все-таки не все украинские чаты читаю, мягко говоря, так, очень выборочно, но, судя по реакции под некоторым заявлениям, какие-то зачатки причинно-следственных связей появляются. Нет, подождите. Украинский народ, я имею в виду народ, да, он очень, ну, во-первых, он
такой же смекалистый, а может даже и смекалистей некоторых других соседних братских условно народов. Во-вторых, очень мудрый народ, очень думающий народ, поэтому там реакции, прости, будь здоров, Павел, на вот эти все... Нет, Особенно когда Зеленский потужничает, так вообще... Они специально начинают покупать бангладешцев, индейцев, чтобы нагонять реакции под чаты. Да. Даже так, эту часть я не знал. Я знаю то, что бангладешцы, индусы сейчас заезжают, и пакистанцы заезжают на Львивщину. И вот как это, история полна иронии, да, то, что как это, пометай чужинец, что тут господарь украинец, звучит прям очень хорошо на фоне этой истории. Нет, я говорил о том, то, что просто каждый раз, когда радуетесь успешному middle страйку операции «Паутины», потом вот стоит помнить, что закончится этим тем, что 100 километров превратятся в 400, и в Киев, да, то есть как бы, который и в горящий Киев. То, что между двумя этими событиями, то есть между вашей радостью от условно ударов по Крымскому мосту и разрушенными электростанциями есть прямая причинно-следственная связь. Вот с моей точки зрения, в 2022 году такой связи была на уровне нуля, но в этом году я по некоторым чатам какие-то зачатки стал замечать. Так что, может быть, кто знает, что будет через несколько лет. Так, продолжаем. Павел, происходит ли сейчас виток спирали истории, на котором некоторые так называемые удельные княжества бывшего СССР по аналогии с XIII веком будут объединяться против глобалистского ига? Олег спрашивает. Добровольно нет, а историосовски, видимо, да. Ну, то есть в том смысле, что историосовский закон именно как прапорщика. Не хочешь — научим, не можешь — заставим, да? То есть, или, как говорил философ Соловьев, не важно, что народ думает сам о себе, важно, что о нем думает Бог. Вот примерно в рамках той же логики. То есть, это важно понимать. Почему? Потому что если вы посмотрите на элиты наших советских удельных княжеств, то никто из них объединяться не хочет. Вон у нас наоборот, Азербайджан сегодня выступил, так сказать, на все, да, то есть на все выступил, что вот никаких территориальных претензий, в общем, вперед Украина. То есть верной дорогой идете, товарищи. Ну, если что, и конференция в Шуше была, и прочее, про деколонизацию России и прочие интересные истории, да. Поэтому добровольно нет. Но историосовски эта логика неумолима. То есть тут же вопрос не в том, что будет или не будет. Вопрос, кто окажется достойным это исполнить, да, и какой ценой. То есть сколько потребуется крови, чтобы переменился ум, чтобы пришло покаяние. Этого мы не знаем. А тогда. Так, заглянул в чат, сейчас будем к чату переходить, еще пару вопросов из сообщества. Шелест, какой ты мерзкий, хвалишь тут украинцев. Так, товарищи, открываем сайт Кремля, руководящий состав, изучаем биографии, места рождения и, можно, даже фамилии, если вы об этом, да, и открывайте, пожалуйста, украинский состав семьи с Зеленским, Миндичем, Ермаком и прочими ихними ставленниками, и смотрим тоже там национальное происхождение, поэтому спокойно, не надо тут но, в общем, это к тому, что я просто читаю тоже чат, и так мне смешно иногда от этого. Так, значит... Пару из сообщества и идем в чат. Есть вероятность, что Украина с Польшей придут к консенсусу в вопросе Волыни, найдя виновника в Москале и Кремлевской Кэбне, спрашивает Петр. Если бы могли, то пришли бы раньше. Нет, по этому вопросу они никогда не придут. Ну и Бандера тут опять вот эта религиозная логика полностью работает. Это несочетаемые вещи. Евгений, гегемон, конечно, будет долго падать и придавит собой многих. Лучше с ним дружить или противостоять сейчас? Лучше быть самим собой. Ну, то есть вы должны сами выносить определения, вы сами должны понимать свои цели и задачи, уже относительно их принимать те решения, уместные в моменте. Ну, во-первых, падение гегемона будет посильнее, сразу скажу, сильно преувеличено. А на фоне падения глобального юга и Европы, это такое падение, всем бы такое падение. США как были, вышли, будет не сверхдержава, но великая держава, топ-3 держав, как минимум. Поэтому за убытки США, за ошибки США в основном заплатят союзники США. Тут мы вспоминаем великую фразу, то, что крайне опасно быть врагом США, но еще, не дай бог вам Бог быть ее другом. Да? То есть это вот эта знаменитая история, вот здесь становится очень уместным. Как это выглядит, причем, заметьте, с еще вот этим красивым
даже, извините, наглостью определенной, ну вот издевательством, которое очень сложно переводить на другие языки. Ну, давайте приведем пример. Это знаменитая история про так называемые лицензии на эти патриоты. Это тоже по принципу... Это уже, простите, американская традиция дипломатии, как послать на 3 буквы и По лицензии. НИАВы, да? По лицензии. При этом ничего не сказать. Я просто чтобы вы понимали по контексту, это очень сложное производство. Если его, простите, оригинальные нарастить не успели и не смогли. Если в Германии за эти 4 года там, первая ракета, дай бог, первая там сойдет в следующем году, то вы можете понять, что сказать, что я вам дам в Ребеду или на каких-то таких в условиях постоянной бомбежки и отсутствующего ПВО, да, производить эти ракеты в Украине точно. Я прям вижу, как они колосятся. Но с медийной точки зрения, вот Трамп, как и ракеты, я вам... Как это... Простите, помните эту историю тоже? «Пираты Карибского моря», вторая, по-моему, часть. У меня есть... Я добыл, то есть я не зря это сходил. Что, ты нашел ключ? Лучше рисунок ключа. Вот это примерно так. У меня есть ракеты, у меня оно есть. Что, ракеты? Нет. Чертеж ракеты. Константин Петрович Да, я Бондаренко. молчу вообще. Простите, важный момент, просто чтобы вы понимали тоже про реальные даже перспектив, почему чертежей не будет. Вы серьезно думаете, что США передадут чертеж таким образом, что есть высокая вероятность, что этот чертеж потом окажется у Ирана, у Северной Кореи и прочих за мзду малую? Давайте прямо говорить. Нет, это понятно, конечно. Это мы видели еще и с Абрамсами, с этими леопардами, которые вообще как бы из другой... Ну и еще все так и тянет спросить, как там завод по сборке байрактаров поживает? Так, Константин Петрович Бондаренко в крайнем эфире у Шелеста утверждал, что в Кремле прекрасно осознают концепцию России в современном мире как «Москва, Третий Рим». Удивительно, но действия, вернее бездействие руководства России свидетельствуют об обратном. Павел Александрович поддержит тезис Бондаренко или есть свое мнение? Я думаю, что часть Кремля это понимает, часть нет. Ну, условно, традиция господина Щедровицкого точно не мыслит в таких категориях. А она является достаточно весомой, скажем так, частью аппарата внутри, так сказать, до сих пор российской администрации, именно российской. Но, разумеется, та часть условно, можно назвать их условно историками, да, то есть все те, кто в Кремле, ну, часть российской элиты, которая мыслит себя неразрывно с общей историей России, разумеется, другой концепции-то нет, понимаете, вот... Россия, Третий Рим – это вот тот пример, как в анекдоте, простите, из автомат Калашникова. Это когда как ты не собирай, все равно получается автомат Калашникова. Вот с Россией то же самое. Неважно, будет она империей, даже, прости господи, в перевернутом варианте под западной заразой марксизма, принесенного с лондонского кладбища, германской закваски, то все равно будет играть роль вот этого препятствия для глобального глобализма, как получилось в 41-45, все равно будет пытаться дать какой-то альтернативный путь, все равно будет пытаться показать иную возможность бытия, иной этики. И сегодня Российская Федерация без намерений, на мой взгляд, на то российской элиты все равно вынуждена, не вынуждена будет идти в колее Третьего Рима. В тот момент, если от этого пути будет отказ, тогда мы увидим, ну, то же самое, что вы спрашивали, возможно ли гибель, возможен ли мир без России. Ну, если Россия от Третьего Рима искренне полностью отречется, то тогда и потеряет ту землю, которая получила под эту, скажем так, служение. Так, переходим... Земля, она, понимаете, как, извините, важна такая мысль. Земля, она же, как в средние века, да, земля же давалась за службу, да, ну, то есть ты служил там государю, тебе за это земля давалась. Вот народу земля в истории тоже дается за службу определенную. Когда служба прекращается, тогда и земля пропадается и заселяется народом, которого ты не знал, будет жить здесь. Дочерей твоих возьмет он наложницы, сынов твоих он того самого, и будут они воевать за него. И вот те богатства, которые ты собирал, возьмет другой. Это, по-моему, второзаконие. Вот этот закон точно так же, опять-таки, смотря на индийский Львив, по-моему, очень можно призадуматься. Чат трансляции, перейдем сюда. Вадим Харченко, Зеленский сказал, что операция на 40 дней. Петр Павел говорит, есть у Украины 2 месяца. Многие воюют про осень. Что, по мнению Павла, будет через 2-3 месяца? Что будет в зимней кампании? То же самое. Ну, то же самое. То есть смысл в том, что у нас, помните, были 6 месяцев решительности, год решительности. То есть эти все даты, они
Каждый раз, когда я объявляю новый временной срок, западная и украинская медийка забывает про все предыдущие. Поэтому через 40 дней будет еще 100 дней, 100 дней движения к миру. Я не знаю. Не переживайте, что-нибудь придумают. А так, то есть зима традиционно будет более сложным периодом, особенно с отсутствующим ПВО, да. И, мы увидим, возможно, нарастание тех тенденций. То есть, важный комментарий. Папки, как я говорю, мне не носят. Мы не знаем, когда прорвет плотину украинского фронта. То есть, рано или поздно в рамках стратегии российского генштаба фронт должно прорвать. Но сказать, что вот его должно прорвать через 2 месяца, я не берусь. Я думаю, эти 2 месяца часть медийной кампании, они под российские выборы. То есть, смысл в том, что создать вот это ощущение ажиотажа, истерии, потом... такой план. У них такой план. Но, говорю, план провалится, будет следующий план. Не переживайте, будут следующие. Так, поехали. Паллада, пользовательница. Зеленский разместил пантеон в Лавре. Будет этой Лаврой отторгнуто это и как? Каким образом? Говорю, вот я во время эфира говорил, забыл, простите, какой именно, но один из святых отцов украинских говорил, что наступит время, когда Лавра станет, по сути, мерзостью запустения, и смысл был в том, что Киев смыть должно. Примерно так. Как это будет, не знаю. Но что-то подобного рода. Что вы слышите? Как я уже говорил в других эфирах, разумеется, не может у русского человека быть мира с целостностью, которая на месте пещер отцов Печерских ставит пантеон упырей. В буквальном смысле этого слова. Опять-таки, это не оценочное суждение. Можете почитать книгу канадского историка, Химки. Казалось бы, украинского происхождения, вообще не промосковский, про участие, так сказать, организации ООН-УПА в Холокосте и прочих. Конкретная хроника, что ребята делали на территории, так сказать. Что вы слышали про слияние Пентагона и Израиля? Трамп служит Израилю, спрашивает Елена. Я не думаю, что это будет правильно, так сказать, но я думаю, что Израиль является одним из операторов дрона под названием Трамп. То есть, понимаете, помните такой тоже мультфильм про Буратино? На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, ему недорого соврешь и делай с ним что хочешь. Израиль очень хорошо поколениями, в том числе через семейную эту историю зятька, научился управлять господином Трампом в основном через его тщеславие. Поэтому сказать, что Трамп служит Израилю, нет, Трамп служит самому себе. И тем козлам и золотым тельцам, которые стоят в его офисе, это, опять-таки, не секрет Полишинеля, но сказать, что... Но при этом Израиль, разумеется, очень хорошо умеет к своей выгоде использовать пороки этого человека. Значит, конечно, я вижу здесь обсуждение, друзья, идет это все... Грэма этого, да, там склад с оружием, с деньгами сгорело, тут такая история, кто-то говорит. Нет, это, говорю, пошло. Понимаете, люди часто... Это хороший повод вспомнить про ответственность, да? Сейчас господин Грэм находится на суде. Судьей, с которым взятку не занесешь, и от которого Донни не отмажет. Поэтому то, что часто думают, что человек, очень многие, в том числе в Иране, считают, что на его руках, правда, очень много крови, и с их точки зрения он не понес земной ответственности. Это я знаю, в Иране такая, в том числе, позиция есть. Но с православной точки зрения, человек сейчас на таком суде отвечает, то, что человек не ответственный перед нами, не значит, что он не ответственен. Так что все там происходит. Поэтому для нас это лишний повод просто задуматься про эту смертность, да? То есть, как мы смотрим, то, что можно утром действительно держать в руках, простите, украинский писюн. Да. Извините, подпись с официальных ваших каналов. А уже вечером отвечать перед создателем, как прожил жизнь. Хорошо, поэтому... если в руках. Вопрос Щелину. Почему в СССР церквей было меньше? Не я это сказал. Да, почему в СССР церквей было меньше, а люди были добрее, лица светлее, улыбчивее, врачи, учителя человечнее? Мы с вами это говорили, я не согласен. То есть у нас такой вопрос, по-моему, был ровно полгода назад. Я не считаю то, что это люди были добрее, светлее, человечнее. Так оно не бывает. Это по принципу,
как это, раньше деревья были большие, да? Я не знаю, какой возраст нашего человека и какой его опыт. Люди как люди. То есть отсутствие церквей точно на пользу не пошло, и даже мы четко можем видеть от поколения к поколению, да? Те, условно, даже большевики, которые по молодости еще бывали в семинарии, как ни крути, даже покинув ее и совершив свои, скажем так, тоже отвечая уже теперь за то, что они совершили, но хотя бы были ребятами искренне верующими в то, что они творят, да, и готовы были за это погибать и умирать. А уже к 70-м, то как точно такое же начали строить общество потребления, как и на Западе. Драки за румынскую стенку, очередь, Америка на бой, уеду с тобой. Ну, а и для элиты мечта о конвергенции и презрительное отношение к той стране. Да, то есть наступили ровно на те же грабли, что были. Поэтому нет, тут не надо этим заниматься идеализацией, как раз именно отсутствие Христа на достойном месте, ну, которое не могло быть в рамках коммунистической теологии, привело к тому, что вот этот как бы дух народный, который был, которым многие достижения были сделаны, иссяк. Он действительно иссяк, мы это видим очень четко и по элитам, и по многим общественным процессам, и цена за это мы разгребаем до сих пор. Ведущие профессоры США у Глена Диксона утверждают, что Америка – умирающая империя. Вы согласны с этим утверждением, спрашивает пользователь? Ну, это более длинная беседа. Я бы сказал, тут нужно брать конкретный эфир, смотреть, что профессор имеет в виду. Можно согласиться с тезисом, что Америка угасающая сверхдержава. Но, например, насколько тезис вообще Америка империя, это очень спорная история. То есть для меня вообще Америка находится в стадии как раз возможного перехода из республиканской фазы в неоимперскую, да, и на этой фазе там происходит гражданская война, да, то есть это, ну, период гражданских войн, период смут, то есть это, смотрите историю Римской республики, эпохи там Цезаря, Октавиана и прочих товарищей, Мария, Суллы и прочих людей. Поэтому я бы просто выразил нейтральный тезис, ну, более такой, на мой взгляд, сущностный к этому вопросу, что Америка – это угасающая сверхдержава. Вот то, что Америка сейчас перестает быть сверхдержавой, возвращается на уровень великой державы, с этим, в принципе, спорить сложно. Маргарита уточняет, говорит, я не поняла, почему не может быть Украины в принципе, без ТЦК. Не могли бы вы привести аргументы своему этому тезису? Спасибо большое. Ну, пожалуйста, потому что, как говорил господин Шухевич, по-моему, то, что если из 20 миллионов украинцев останется 10, то это замечательно. Главное, чтобы была Украина. Дух такой. А по-простому яхта беда. Помните, как яхту назовете, так ее и поплывете. Читайте классиков украинского национализма. Читайте классиков украинского национализма и как они видят мир, как они видят вообще себя, как они видят украинство. Вы можете понять, что в их картине мира, опять-таки, положить вот на алтарь вот этой богини Украины, да, Украина понад усе, понад всех жизней в том числе, понад всех ваших вот этих маленьких человеческих трагедий. Поэтому, если это нужно для Украины, то, соответственно, АТЦК – это самый, наверное, эффективный, уж извините, я не побоюсь этого слова, механизм доставки крови на жертвенный алтарь. Поэтому вот Украина без ТЦК невозможно сейчас. Вопрос. Люблю такие вопросы, особенно в порядке размышлений. Это очень важно. Что такого плохого будет для России, если она признает поражение в СВО? Не будет же Запад рушить соперника Китая? Отступить и набираться сил будет? Ну, первое, врать плохо, поэтому пока поражение... Зачем признавать поражение, когда ты побеждаешь? Поэтому это первое. Не советую вам делать ложь. А второе, планы Запада однозначно. Форум деколонизованной России. Да? Планы Запада точные. Называется стратегическое поражение России с целью ее деколонизации. И я это приводил. Очень просто понять, будущее России с точки зрения Запада – это будущее Югославии. Вот чтобы понять то будущее, которое ей готовят, проедьте от Хорватии через Боснию и Герцеговину в Белградик и в Косово. И посмотрите на дух, посмотрите на вот это бедное положение народа, с памятью, с поруганными святынями. Посмотрите на судьбу церквей в Косово. Посмотрите на то, как они при этом вынуждены улыбаться этим людям, которые бомбили их. И,
скажем так, вся история Балканских войн, да, людей униженных, людей, которых назначили виновных за все преступления сразу. То есть все преступления против сербов – это ок, а все преступления сербов – это страшная вина, за которую сербы должны каяться, а при этом сербы еще должны благодарить, потому что иначе европейский шлях закроется. Вот примерно такое будущее Запад как конечную цель своей позиции для России видит. Только и всего. Если вы русский либерал, здесь уместно цитировать Достоевского, да, то, что русский либерал, вот рекомендую из «Идиота», то, что он в том-то и дело, его проблема не русский он. И он радуется любой неудаче и ненавидит все, собственно, русское. Да? Поэтому вот это отличие русского либерала от нерусского. То, наверное, да, для вас никаких проблем нет. А так? Так, значит, вот такой вопрос был. Улетел вопрос, спрашивала пользовательница про интервью Латыниной и Панченко. Обе. Еще не посмотрел, извините. Я знаю, мне про него сегодня рассказали, я его, к сожалению, еще не посмотрел. Поэтому... Ну, имеется в виду, что там... Я понимаю, там я тоже не смотрел, я честно признаюсь, да, но там канва вопроса в том, что как вы считаете, кого из них отвергнутых Родина быстрее примет назад? Ну, опять сложно отвечать, не посмотрев контекст, сразу скажу. Но, на мой взгляд, родина Дианы... Точно, да простит меня Диана, на мой взгляд, Диана такой же русский человек, то, что она малорос, при этом это ни в коей мере нет того факта, что русский человек, и Россия как бы этих людей отвергать не собирается. Да и даже сама госпожа Латынина, ее родина, у нее есть... Мне просто неудобно, я этих людей знаю лично, но если вы просто посмотрите на эволюцию эфиров, то к достоинству госпожи Латыниной не отдать должное, что она способна менять свое мировоззрение, признавать свои ошибки, то есть человек меняется, посмотрим, куда оно приведет. То, что человек осознал себя после 30 лет либерализма имперцем, это вообще очень большая перемена ума. Поэтому давайте не будем смеяться над этим процессом. Точно, если это был посыл. Я просто не до конца понял вопрос, поэтому... Мне кажется, тут было все прозаичнее. Имелось в виду, что типа вернется назад. Ну, в общем, так. В таком духе. Ну, я думаю, то, что если наступит такая обстановка, то, что не будет угрозы для безопасности, а это все требует... Весь принцип. На Руси надо жить долго. Понимаете? Вот тут вот для всех нас, я думаю, кстати, и для меня, и для вас, Александр, и для Дианы, и для Юлии, вот для нас все вот принцип на Руси надо жить долго, это очень важно. И для Константина, уважаемого, тоже для всех нас. Поэтому поживем пока еще. С Божьей помощью. Так, что думает Павел про Стрелкова-Гиркина? Ну... Это очень такая, я думаю, это очень харизматичная русская трагедия. То есть это очень трагедийная история. Такая литературная причем, да. Прям, да, очень литературная. Да. То есть сюжет для будущего романа. То есть вот в широком смысле. Здравствуйте. Есть мнение, что с осени откроется новый фронт. Может Беларусь, или может к осени все закончится. Как вы считаете? Спрашивает пользователь. Ну, как вы я думаю, вы не удивитесь, если я вам скажу, что я считаю, что ничего не закончится, все только начинается. А по новый фронт тут вот гадать невозможно. Понятно, что рано или поздно откроется. У нас как минимум 3 точки есть потенциально опасные. Ну, не то, что потенциально опасные, где рано или поздно туда это придет. Прибалтика, Беларусь и Кавказ. Но мы смотрим, опять-таки, разворачивающий. О каком Кавказе речь? Ну, Закавказье. То есть, там Алиев, фактор Ирана, опять, да, фактор сотрудничества. То есть, там вот закладывается очень пазл, плюс, работа турецкой разведки через британскую разведку. Но это часть, опять... Ничего не выдумывайте, читайте документы, вот как ребята видят будущее, поэтому как то, что готовится, как потенциальный так называемый Южный фронт. С точки зрения России, российская военная стратегия сейчас делает все возможное для того, чтобы избежать одновременной войны на нескольких фронтах. Да? Поэтому выбор по открытию этих фронтов, на мой взгляд, точно не будет инициирован Россией. А папочки западные генштабы мне не приносят с часом чая днем Д. Да? Поэтому вот такой... оценка. То есть здесь гадать на срок я не могу, как стратегический вектор скорее согласен. Да. Александр, спросите, пожалуйста, у Павла, может ли быть повторная мобилизация в России?
Ну, конечно, рано или поздно может. Сейчас маловероятно. В принципе, возможно. То есть, если пройдет еще там лет 5-10, кто знает. Я вам точно скажу, если начнется война с Европой, полноценная, с обменом ядерных ударов, то будет и мобилизация. Ну, банально фронт увеличится, и придется, скажем так, занимать дополнительные территории. Как минимум, да, то есть, да, возможно. Поэтому вопрос вообще возможно. Если конкретно вот возможно ли она прямо вот сейчас в скором времени, это тоже популярный жанр, да, в украинском сегменте гадать на мобилизацию, то если конфликт сохраняет свой рисунок в том виде, в котором она есть сейчас, текущая модель комплектования армии со стороны российского руководства по всем их официальным заявлениям оценивается как оптимальная. Я не вижу предпосылок для перемены с сохранением текущего рисунка. Если рисунок радикально изменится, вот, например, как в предыдущем вопросе было, да, то тогда возможно. Мгм. Вопрос, Павел. Есть ли кто-то вменяемый в так называемой элите России? Если можете, назовите фамилию, на кого внимание обратить, ориентироваться. Не скажу. Не надейтесь на князя, на сны человеческие. В них же них спасение. Вот что я вам скажу. А за власть просто полите, чтобы те, кто невменяемый, пришел во вменяемость. Я вам и скажу из того. То есть, два принципиальных тезиса. Каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает, поэтому лучший способ изменить власть – измениться самому. То есть, это личная твоя духовная брань. А во-вторых, все-таки смотрите, если бы там были в кавычках все невменяемые, то все бы давно развалилось. Тоже, знаете, это вот... Русский человек, конечно, очень максималистичен, да? Либо все, либо Да. ничего. А у нас оно вот... Приподнявшись, ползешь там или лежишь в правильном направлении, и вот примерно такая обстановка. То есть 2 шага вперед, шаг назад. Дебаты идут сложно. Точно так же, как нам с вами, уважаемые зрители, сложно меняться и принимать правду, и им сложно. Очень сложно принять российской элите, например, факт, что с Западом договориться невозможно, что они недоговороспособные. Простите, вся мечта – это десятилетие, скажем так, искреннего мечты и воспитания, там, начиная повторюсь, там, со школы Андропова. И вот вы все это выкиньте. То есть, это же поверить надо, это очень сложно принять. Поэтому, но тут вот, повторюсь, в русской истории главный ответ, понимаете, враг не предает. Угу. Враг не предает. Враг не предает. Да, это, кстати, да. Это прям такая мысль. Мыслище. Враг не предаст тебя, да. Значит, если выиграет Ле Пен и АфД в Европе, это ни на что не повлияет, спрашивает пользователь. Я не думаю, что им дадут выиграть так, чтобы... Я не думаю, что эти партии допустят до решений, то есть до приема решений. А в том случае, если они допустят к этим решениям, значит, им придется измениться. То есть из них будут выгнаны все те, которые сторонники реальных перемен, да, и будут они, по сути, интегрированы в общий вот этот европейский дискурс. Подобно тому, что произошло с Трампом на его 2-м сроке. Поэтому я бы на это надежду не возлагал. То есть, тоже так же, например, с господином Фараджем в Великобритании, да, то есть, кажется, то есть цель канализировать протестный запрос, но в случае попадания, скажем так, в реальные кабинеты власти принесут папочки, все объяснят, и вот как бы... Либо правильно посчитают, да, то есть румынские выборы. То есть 2 варианта. Либо румынские выборы, либо чтобы ты в процессе прихода к власти слился с предыдущим вот такой брюссельским духом до неотличимости. Ну, может, с эстетическим различием. То есть можно себе позволить эстетические различия. Ну, например, Мелони. Что вспоминать? Вот тоже был как бы альтернативный кандидат. И что? Ну, иногда что-то выступает, но в целом под козырек и работает. Да. Тоже такие вопросы. Много приходит подобных, когда наши с вами эфиры припадают. Вот такой. Но я считаю, прям интересно послушать ваше мнение. Байку под названием «Христианство» написали чуваки из Ватикана в 8 веке. А кто написал байку под названием «Иудаизм» и байку под названием «Шиизм»? Не те ли же чуваки? Помилуй вас, Господи, вот честное слово, вот что тут сказать. Ну, это несерьезный вопрос. Ну, нет, понимаете, это версия из того же, как нам с вами Фоменко обсуждать. Вот была такая популярная Фоменко, Носовский, да? То есть, я ничего не хочу говорить вам, уважаемый слушатель, как это... Продолжайте поиск. Если вас действительно волнует правда, истина, то я уверен, рано или поздно вы до нее дойдете.
Возможен ли захват Крыма Турцией? И второй вопрос, что, по-вашему, будет в сегодняшнем обращении Трампа к нации? Сегодня он там Не обращается знаю. к нации и, в общем, да. Господин Трамп, ну, какой он великолепный, точно будет. Там точно будет, какой великий Трамп, как он всех победил. Или если не победил, то вот-вот сейчас победит. Ну, круто, ну, не знаю. Ну, у нас уже много раз это было. Гадать на Твиттере Трампа и обращение Трампа можно только, если ты сидишь с ним в одной комнате и акции. Тебе важно вовремя покупить или продать, да, на рынке. Я не принадлежу к этим людям. Ну, уж извините. А на первый ваш вопрос про Турцию. У Турции одна из амбиций Турции, конечно, такая есть, но я не вижу этого сценария реализации без победы Европы в войне против России. Только под такой шумок какие-то шансы появляются. Смотрите, приходит новость вот только что. CNN, представитель Белого дома, сообщил, что Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный Грэмом. Грэмом. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн в Сенате сказал, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом по этому вопросу. Потребуется действие как демократов, так и республиканцев, но я надеюсь, мы сможем добиться этого. Ну и, в общем, этот пакет санкций, это было последнее, что заботило Грэма при жизни, поэтому, безусловно, стало бы невероятным наследием для него. Ну, то ли как бы он в эфире CNN... Ну, смотрите, там пакет же такой, там же этот пакет, там правильная формулировка, что он наделяет американскую администрацию возможностью вводить эти санкции без одобрения Конгресса. Ну, то есть, типа торговаться с русскими. Но, на мое мнение, то, что понятно, что все, что надо, введет. Но при этом без убытков для себя. То есть, у нас там, где надо санкции, там, где надо, будет пытаться приторговывать. Но стратегический вектор, это, опять-таки, иллюзия Трампа-миротворца закончилась. Слава богу, судя по всему, она начала заканчиваться даже в Российском Министерстве иностранных дел. И даже, прости господи, Кирилл Дмитриев, заметьте, молчит последний месяц. Слава богу. То есть, мудрость начала доходить, видимо. Поэтому хотел бы Трамп достичь мира, ему достаточно было бы реально способствовать миру, сделать два простых там условно действия. Позвонить своему другу Илону и выключить Starlink. Вот это для достижения мира сделало бы на порядок больше. Да? И поставку разведданных для тех самых middle страйков и deep страйков, которые находятся. А поскольку мы видим, что ничего это за время войны не произошло, а напротив Трамп за победу Украины, по сути. Ну, то есть, просто это должна быть победа Трампа, и чтобы Трампу это ничего не стоило. То есть, у него была одна фундаментальная претензия. Он не хотел денег давать на Украину. И он лично, Зеленский выражает у него лично большую антипатию. Это правда. Ну, мою оценку, вы знаете, слишком уж похожи друг на друга. Поэтому вот как-то схожести отталкиваются. Вот. А по всему остальному ничего нового. Ну, то есть, тут ничего нового. И наоборот, чем больше таких пакетов, тем выше частота понимания в российском руководстве. Так что это к вопросу другого слушателя и про врага, который не предает. Ну и давайте последний вопрос на сегодняшний эфир. Очень так легко. Это хорошо. Мы так с вами прям... И правда, и аудитория, спасибо вам большое, в основном вменяемая, адекватная, хоть и критическая, и разная. Спасибо вам большое. Не забудьте лайк поставить, друзья. Павел, Поставьте лайк Александру. Да, Павел, рано или поздно Россия выйдет на границы Донбасса. А что потом будет? Остановка по линии фронта будет приемлемой потом? Или будет пересмотр полной стратегии и условий? Стратегии-то не будет. Скорее будет, стратегия не меняется. Понимаете, стратегия России — обеспечение безопасности на западном фронтире. Обеспечение безопасности. Просто раньше они думали, что для обеспечения этой безопасности достаточно подписать правильный договор. Ну, пусть и с элементами силового принуждения. Пресловутый Стамбул, первая редакция. С 22 года окончательно закреплена в 24 году в июньской речи. Требования изменились в Стамбул плюс. Да? То есть, 4 региона плюс политика, военные требования Стамбула. После выхода на Донбасс остается задача выхода на границы Запорожской и Херсонских областей, плюс уже объявлено создание буферной зоны. Я уже сказал то, что я в принципе согласен с господином Ураловым. Речь идет о территории Новороссии, то есть это левобережье плюс Николаев с Одессой. И, скорее всего, просто по мере исполнения одной военной задачи, да, то есть следующее предложение будет хуже. Скорее всего, в случае выхода на
по мере исполнения вот этой военной цели будут озвучены официально новые требования. Но, опять-таки, подготовку к этому мы можем видеть уже сейчас по весьма официальным заявлениям высшего российского руководства. Опять-таки, тезис о буферной зоне теперь озвучен серьезно именно с точки зрения, официально, по сути, заявлено, то, что куда российские войска дойдут, те территории русскими и останутся. Ну это и вот то смотрите, следующее. очень же важно, чтобы мы не попадали в эту ловушку. Нам очень часто говорят, да, смотрите, сейчас будут год брать Краматорск. Может, будут... Я не знаю. Смотрите, то есть то, что сейчас происходит, имеет очень серьезный накопительный эффект, очень серьезный. Мгм. И его просто никто не оценивает, потому что нельзя, военная тайна. А И во-вторых, мы не знаем. и Да, мы не то есть, знаем. мы правда... И то, что там я там могу посчитать, как, или Павел может посчитать, или прикинуть хотя бы, да, исходя из того курса базовой экономики высшей школы, высшего учебного заведения, там уже катастрофа, уже все давно, понимаете, как бы случилось. Но тут же, понимаете, это все может очень резко, вот все говорят, война закончится резко. Так ровно и вот эти движения территориальные, они могут быть резкими. очень резкими. Вы абсолютно здесь правы в том плане, что, опять-таки, стратегия военного генштаба, вот это агрессивное истощение, предполагает то, что территория не важна, пока есть армия противника, способного держать фронт. Цель уничтожить армию, способную держать фронт. Как только эта критическая точка достигается, все территориальные задачи, поставленные политическим руководством, решаются очень быстро. Поэтому то есть это то, что вы сказали, потому что это правда не противоречит той доктрине, которая философии войны разработана в Генеральном штабе. Поэтому, разумеется, в случае обвала фронта все может случиться очень быстро. Просто я это много раз вам говорил, я считаю, что это недобросовестно спекулировать на сроках именно потому, что мы не знаем. Вы абсолютно правы. Линейная этот анализ, то, что если было так, то оно будет дальше, в этой войне не работает. Как и всегда, оно не работает в войнах такого типа. Я приводил пример недавно из истории, например, Первой мировой войны. Германия тоже вообще-то то есть пришлось заключать невыгодный мир именно внезапно для многих. То есть отсюда потом даже возник эта легенда, Дольшторс-легенда, то есть легенда об ударе ножом в спину, да. А проблема была в том, что это истощение, была достигнута критическая точка истощения, и по сути Генштаб принял то решение, которое он был вынужден принять. То же самое произошло. А по поводу того, что возможности каким-то локальным контрнаступлением, да, тут могут сказать, так вот же Украина контрнаступает. Но я напоминаю то, что последнее контрнаступление Вермахта было в районе Балатона в самом начале 1945 года. И просто тогда не было телеграмма. Там были телеграммы, но не было телеграмма. Поэтому там не было великих военблогеров, которые могли выступать с криками «Немецкие танки рвутся к Дунаю, Сталин в Кремле ничего не знает, все, никогда Берлин мы не возьмем». Да, это уже вопрос о разнице медийной работы. С военной точки зрения это действительно может быть навсегда, пока внезапно, резко, за месяц-два не будут достигнуты цели, которых мы бы сейчас назови, пальцем покрутили у виска. Но когда это будет? Тот человек, который может вам честно сказать, скорее всего, под такой присягой о неразглашении, что к нам на эфир он никогда не придет. Это да. Павел Челин, я очень благодарен, что пришли на эфир. Очень объемный, хороший эфир. Друзья, спасибо, что посмотрели. Павел, спасибо за время и мысли. Вам спасибо, Александр. Всегда рад. Поставьте лайк Александру, уважаемые слушатели. Берегите себя, это самое главное сейчас в это непростое время. Добра и света. До скорого.